Всем огромный привет! С вами Алена Пестова, и вы на моем YouTube-канале. И сегодня мы поговорим с вами о постановке кисти рук на стартовом базовом курсе по перманентному макияжу и у вас в кабинете. В этом видео я расскажу, в чем отличие работы на листе бумаги или на простом латексе, на объемном латексе и, собственно, уже на кушетке, когда мастер перманентного макияжа, особенно начинающий, начинает первые отработки. Прежде чем мы начнем, я хочу просто проговорить, каким образом проходят курсы по перманентному макияжу. Пришел ученик на базовый курс, ему дают либо лист бумаги, либо вот такой вот обычный латекс и говорят: начинай штриховать. Сначала контурная линия, потом обычные растушевки. Мастер все 3 дня теоретической и практической части на латексе сидит и вот таким вот образом обычно растушевывает, не думая о том, с чем он столкнется тогда, когда перейдет на объемные части наших клиентов. Преподавателю очень важно рассказать о том, что голова у клиента подвижная, и мы можем приближать ее к себе. Если мастер не меняет позиции тела, нужно каким-то образом дотянуться. Отштриховали, сделали вот этот дотошный штрих, уложили, видите, что нет пятен, дальше переходим к объемному рисунку. Что мы с вами делаем? Первое. Вот помните о том, что, представьте, это лист бумаги, если у вас нет объемного латекса и вы не тратите деньги, вы отрисовываете себе 2 бровки, могут быть брови в ряд, вы можете отрисовать 2 глаза и объемную часть губ. Вы помните, о том, что брови у нас находятся на объемном участке, на костной дуге и имеют нелинейную форму, у нее хвост направляется в одно направление, тело и головка брови совершенно в другое. И здесь очень важно немножечко кататься, так скажем, у изголовья, либо если вы работаете латекс можно двигать. Ваш штрих вы направляете в направлении к солнечному сплетению. Вы будете получать красивый равномерный узор и очень ровный пиксель при условии, если положение кисти руки и штрих, направление штриха будут выстроены грамотно. Вам будет легко, вы не будете кривить рукой, вы не будете искажать штрих. И начинаем первую штриховку. Латекс. Вот представьте, что здесь хвост, и мы начинаем движение вдоль хвостовой части, раскладывая вот такой вот веерочек красивый, отрабатываем нижнюю границу, переходим к наивысшей точке брови, раскладываем веер и, обращаю ваше внимание, вы чуть-чуть подкручиваете латекс и продолжаете штриховать вдоль тела брови, на которой вы работаете. Угол наклона я позволяю держать под углом либо строго 90 градусов, либо немножечко наклонив иголку и машину. Когда вы чуть-чуть наклоняете, очень важно видеть край иглы, куда он скользит и куда он направляется. В этом случае вы аккуратно длинные штрихи не делаете, потому что если у вас длинный штрих, вы убежите далеко, и штрих будет прям округлый, и вы можете делать боковое сечение, что приведет к расплыву цвета, к неоднородности пикселя. Он поплывет, поедет, и это не будет красиво смотреться. То есть будет такая клякса. Когда мы переходим уже к головке брови, тоже так же солнышком раскладываем цвет, для того, чтобы получилась красивая градация цвета. Когда мы переходим на ближнюю бровь и начнем также с головки, почему я это делаю сейчас? Если я начинаю отсюда, может вызвать некорректные ощущения у клиента, болезненные. Поэтому я перехожу плавно и начинаю с головки. Если я начинаю с ближней брови, я начинаю двигаться к головке брови. И на дальнюю бровь перехожу и отрабатываю уже с головки, переходя на хвост. И переходим также здесь. Головку брови подправили, штрих смотрит в направлении к солнечному сплетению. Переходим, раскладываем, делаем красивый штрих. Либо 50 на 50, либо 80 на 20. Я очень бегло иду. Я просто показываю, какое направление штрих имеет. И вот смотрите, когда я перехожу от наивысшей точки к хвостовой части, я чуть-чуть меняю либо положение тела, либо подкручиваю латекс и начинаю уже штриховать таким образом, чтобы мой штрих все равно продолжал смотреть мне в отдел солнечного сплетения. И вот таким вот образом я заканчиваю работу. Когда мы переходим на глазки, помним самые сложные участки. Это 2 угла глаза, слизистая, которая подходит к середине. И здесь очень важно создать ту самую четкую красивую линию, и положение кисти руки будет абсолютно разное. Когда работаем на ближнем глазу, мы делаем аккуратные штрихи под углом 90 градусов, они могут быть разными. Доходим до центральной части, и когда переходим
буквально, наверное, 2-3 миллиметра к углу глаза. Я чуть-чуть делаю наклон машинки, обращаю ваше внимание так, чтобы край иглы смотрел на отдел солнечного сплетения. И когда я делаю направление штриха, моя линия становится гораздо тоньше. И я прям 100% вижу, в какой точке я работаю, и у меня точно, однозначно получится красивый прокрас каяла внутренней слизистой глаза. Когда я перехожу на ближний глаз, я могу делать движение от себя. Тогда машинка смотрит у меня в направлении к другому глазу, к углу. И я смотрю, и я вижу угол наклона у меня может быть. Также я могу угол наклона машинки повернуть на себя, чтобы я видела край иглы. Так мне проще видеть край иглы, но при этом мне будет мешать переносица. Поэтому сильно вы не наклоните машинку, но чуть-чуть наклонить можно. Вот эти контурные линии, классическая стрелка, межресничное пространство. Когда мы прокрашиваем там в теневой растушевке верхнее веко, все это осуществляется и имплантируется быстрее, когда есть угол наклона. Запомните это раз и навсегда. Либо вот такой вот угол наклона, когда я двигаюсь в две стороны на себя, от себя короткими штрихами, либо отталкиваю от себя. И еще одно правило, вы можете просто поднять вольтаж, чтобы под углом 90 градусов вам было легко справиться с имплантированием пигмента в слизистую глаза. Очень важно понимать, каким образом мы держим машинку, когда мы делаем широкий штрих и короткий штрих. Давайте просто проговорим на примере толстенькой и на тоненькой машинки. Штрихи у нас бывают длинные, все зависит от поверхности, на которой мы работаем. Штрихи бывают короткие, скорость также бывает разная, все зависит от стилистики и от подхода самого мастера-тренера, да, как он работает. Если мне нужна вуаль красивая, я держусь, смотрите, за рукоятку, вот за саму машинку, за держачок ее, не подходя к игле. Мне нужна более широкая амплитуда штриха, да, но это как рисовать каллиграфия, я обхватываю даже перо чуть дальше, для того, чтобы у меня был вот этот вот свобода хода во время работы. Для контурной линии я использую малявочки. Перехватила рука раз, и держусь я уже за сам картридж. Я спустилась, и мне нужно замедлиться, сфокусироваться и максимально иметь упор руки для того, чтобы не было вибраций, не было подвижности, чтобы я не соскочила. Здесь я прям сижу, и я даже положение тела меняю. Вот я прям могу мелко рисовать. И расстояние от иглы до обхвата самого картриджа у меня вот такая вот. Эту машину я могу держать вот таким вот образом. Но даже если у вас широкая машинка, я, чтобы начертить контурную линию, все равно спущусь прям к земле, к поверхности, чтобы мне было удобно и чтобы фиксация была максимальная. Я не говорю, да, что упор на палец – это плохо. Все по-разному работают. Но когда вы попробуете с фиксацией на большой палец перевести контурную линию, вот в таком вот формате, когда у вас под углом 90 градусов мизинец стоит, во-первых, у вас должно плечо, локоть быть приподнятыми, да, для того, чтобы вам было более-менее гармонично все это дело держать и несложно. Так работать долго невозможно, вы просто сломаетесь. Поэтому, когда мы чертим контурную линию, да, мы можем иметь упор на палец, у кого-то его вообще нет, и он не нужен. У кого-то упор на безымянный пальчик, кому как больше нравится. Я чаще имею упор, но не на край мизинца, а на его подушечку боковую. Можно аккуратненько спускаться. Если обхват широкий, большой, могу даже поштриховать и без фиксации на палец. Один совет. Найдите удобное положение, чтобы в процессе работы вам было легко, чтобы плечо было расслабленное, чтобы локоть был расслабленный и чтобы в процессе работы у вас участвовала только кисть. И даже не вся кисть, а пальчики кистей. Очень часто, когда мастера приезжают на отработки, я говорю, матку расслабь, потому что они настолько в спазме сидят, на одной булке у них перекос, и они, спазмируют. Я говорю, ты устала? Она говорит, я вообще не знаю, как я доработала. Я сама очень много лет работала в таком положении, да, когда мне казалось, что-то непонятное, что-то когда ты пробуешь и не понимаешь, что такое удобство в работе, получаются вот эти вот непонятные болезненные моменты. Губы давайте разделим на две вообще абсолютно разные поверхности. Нижняя губа имеет один объем, контурная линия другой объем, верхняя губа там вообще сложные. И вот сейчас просто теоретическая часть контурной линии, когда я перевожу губы на листе
бумаги, да, на прямом латексе. Самый главный вопрос: у меня не прокрашиваются углы. Очень многие, да, мастера работают в спазме, и что они делают? Пытаются вот в таком положении перевести контурную линию, и, конечно же, этот угол будет не прокрашенным, потому что, первое, вы его не видите, во-вторых, вы не можете вообще прочувствовать вибрацию, скрежет по коже, вы не видите его, он у вас скрыт от вашего взора, и поэтому у вас нет прокрасов. Вы не докрашиваете, у вас не получается, потому что вам нужно просто перевернуть свою модель, особенно если вы работаете на латексе в самом начале, сделать себе поле полностью обозримое глазу и зафиксироваться и двигаться, чтобы ваша машинка стояла под углом 90 или 87 градусов, и тогда вы сделаете просто контурную линию и закрасите угол рта. Дальний угол рта я вообще прям даже палец подкладываю иногда или ватный диск, как на пяльце открываю рот, аккуратно прокрашиваю, если вдруг это возрастной клиент и углы скрыты вообще. У вас нет упора, вы либо на пальчик аккуратненько насаживаете угол рта, либо подкладываете туда ватный диск. Кто-то говорит, да, когда палец суешь, палец, понятно, обрабатывается и засовывается, и очень аккуратно. Вы даже чувствуете левой рукой вибрацию, то есть я делаю так. Я не засовываю никаких ватных дисков, зафиксировали и поехали. Сделали, перевели. Все время, да, остаемся на поверхности. Я подтягиваю губу и стою когда я перевожу контурную линию под углом 90 градусов на поверхности, на которой я работаю. И дальний угол я делаю движение больше не на себя и от себя, а больше выкатываю от себя. Имплантирование пигмента осуществляется очень быстро. Это простые шаги, простые правила, которые позволят даже мастерам с опытом работы не совершать этих ошибок. Помним о том, что в комиссуру у нас не соединяется верхняя и нижняя губа. Туда только зашли прям в саму складочку, остановились. Это не монолиния. И перешли верхнюю губу. Делаю прям такие аккуратные прокрасы. Контурную линию, захожу. Все то же самое я использую, как и в штрихе на бровях. Спинка верхней губы смотрит в направлении к солнечному сплетению. Дошли до наивысшей точки. Дальше нужно спуститься на нижнюю точку. И нет смысла оставаться в таком же положении. Либо меняете ей положение головы, ну если это латекс, да, либо сами передвигаетесь и начинаете чертить от наивысшей границы к нижней точке. Дальше опять переворачиваете ее и чертите от нижней границы до наивысшей точки. И также меняете положение, и можно повернуть немножечко голову и зафиксировать всю спинку верхней губы до конца. И давайте я сейчас вам покажу, каким образом отношусь к клиенту, как я черчу эскиз, как я перевожу контурную линию. Брови, глаза, губы рассмотрим. Покажу, как я эскизирую верхнюю губу, как положение тела у меня находится в отношении вообще клиента. Очень часто, вот первая ошибка, мастера сидят и пытаются дотянуться до дальней брови. Почему-то у них не складывается в голове, что можно повернуть. Первый штрих делаем, контурную линию переводим. И вот у меня положение рук фиксировано на маленький пальчик, на мизинчик. И делаю растушевочные движения, штрихую или перевожу контурную линию, когда дохожу до головки брови, тихонечко переезжаю таким образом, чтобы у меня тело брови и головка брови смотрели в отдел солнечного сплетения. И таким же образом прокрашиваю все тело и перехожу к головке брови. Я включу машинку и покажу очень важный момент. Если вы работаете на большом вылете иглы, то вам обязательно нужно зафиксировать контурную линию таким образом, чтобы вам, вашей руке и вашему телу было максимально удобно, а ваши глаза видели каждый миллиметр пути, который вы прокрашиваете. Дальний участок, голова прям вот на боку, и клиент лежит на боку. Переходим дальше к центральной части, отрабатываем центральную часть, и есть небольшой угол наклона. Я продолжаю скользить, делаю солнышком проходы, нижнюю границу более линейно прокрашиваю. И далее перехожу к головке брови и немножечко меняю положение тела. То есть я не все время в ступоре сижу, я чуть-чуть двигаюсь, и у меня вот этот вот угол варьируется до 10 градусов, да, я могу передвигаться, когда я работаю на пудровых растушевках или вообще, в принципе, перманентном макияже, плотном прокрасе. Когда речь пойдет про волоски, здесь я буду прям очень мощно перекатываться, потому что направления у них в разные стороны, и могут они изворачиваться даже в совершенно другую сторону, поэтому и тут и так покрутишься, и к изголовью переедешь. Все зависит от рисунка, который у вас осуществляется. Но чаще у клиентов, да, голова двигается.
не сильно в этих направлениях, но двигается, да, как часики. Раз, два, три. И голова, слава богу, вращается не 180 градусов, но повернуть голову они могут. Я не люблю использовать валики. Я делаю, конечно, валики, но мне очень важно, чтобы мне было удобно в процессе работы. Если возрастной клиент, я подложу очень узкий валик под голову, чтобы клиент не лежал с опрокинутой головой, потому что это может привести либо к гипертонии, либо там еще к чему-нибудь. Поэтому будьте очень аккуратны и спрашивайте все время про самочувствие клиента. Дальше перехожу на головку брови и делаю также прокрас. Нижняя граница. Дохожу до наивысшей точки. И дальше чуть-чуть спускаюсь. И могу сказать, что у меня появился локоток мой, да, который я легко могу поставить. И начинаем двигаться опять в направлении солнечного сплетения, так, чтобы, еще раз повторюсь, штрих был красивым, и так, чтобы ваши формы не искажались. Теперь глаза. Мы, понятно, зафиксировали, держим угол наклона, поворачиваю клиента на себя, я не буду делать перманентный макияж, я просто покажу. От угла глаза помним о том, что он округлой формы, и моя задача оставаться все время на наивысшей точке на этом вулканчике. То есть задача менять, во-первых, направление кисти руки, положение кисти руки, и, понятно, двигаться в разных направлениях, потому что есть потайные участки, это вот углы глаз, для того, чтобы, еще раз повторюсь, либо вверх не уехала стрелка, либо вниз заусенец не получился, что создаст округлый рыбий глаз, который ни в каких случаях не смотрится красиво, поэтому, чтобы этого не получать, очень важно зафиксироваться так, чтобы вам было удобно. Глазки округлой формы, я двигаюсь. Да, я могу немножечко оттянуть угол глаза, но мне все равно туда нужно подлезть, а подлезть я могу вот как раз-таки тогда, когда чуть-чуть наклоняю машинку и мелкими аккуратными движениями двигаюсь внутри межресничной, постоянно проверяю себя, прошу клиента открывать глазки так, чтобы видеть направление своей линии. Но прежде чем мы перейдем на него, я продолжу свой рассказ. Я хочу, чтобы вы в комментариях написали, интересна ли вам вообще тема межресничного прокраса, теневой растушевки верхнего века, классической. Нравится вам или не нравится, давайте разовьем эти комментарии. Вы напишите, и мы обязательно снимем для вас обучающие классы, которые помогут вам легко и просто работать на межресничной зоне и создавать идеальнейшие формы, и подбирать красивые оттенки, которые не синеют. Перехожу на ближний глазик. И вот смотрите, если я буду под углом вот под таким стоять, то я не прокрашу. Она будет дергать, глаз будет вибрировать. Мне нужно, во-первых, оттянуть очень хорошо, зафиксировать свою машинку и иглу таким образом, чтобы она четко попадала в эту зону, которая скрыта под вот этим вот кожным валиком, который у нас образуется в углу глаза. Натяжка правильная и небольшой угол наклона, и мы повели под углом 90 градусов все время аккуратно, мелкими аккуратными штриховочными движениями, такими, как будто бы подцепляюсь, раскрашиваю всю зону и получаю хороший прокрас. Здесь мы идем 90 градусов, и когда переходим к углу, моя игла смотрит чуть-чуть под углом. И когда я перехожу на ближнее веко, я тоже изгибаю иглу, игла смотрит опять в отдел солнечного сплетения мне, либо параллельно, да, межресничной зоне клиента, и я двигаюсь также под углом 90 градусов, отступя от угла глаза 2-3 миллиметра, и там уже выпрямляю угол наклона, делаю его 90 градусов и подхожу к самой крайней ресничке и докрашиваю ее. В это время вся моя кисть находится в спокойном положении, я могу зафиксировать, если я где-то работаю на отдаленном участке, но это вот не такой вот угол. Вот так работать невозможно, у вас нет этой амплитуды, видишь, я не могу размахнуться. Поэтому задача сделать нормальное физиологическое положение человека, то есть самого мастера, и уже двигаться так, как учил тренер. Либо длинный, либо короткий штрих. Рука на весу, плечо прямое, локоть опущен, и двигаются только 2 пальчика. Некоторые думают, что они зафиксировались локтями, и клиент не шелохнется. То есть у вас история какая? Вы фиксируете вот этими кистями ее. То есть она не поднимет свою голову. Вот попробуй открыть глаз. Она не может открыть, потому что я вцепилась ей, во-первых, вот этими пальчиками и вот этой подушечкой. Я знаю, что очень многие женщины вообще не позволяют там на грудь каких-то давящих движений. Это очень неприятно в процессе работы. И все, что мы делаем, это вот аккуратная фиксация. При всем при этом, когда я работаю, я не просто положила нежно и аккуратно. Нет. Я страхую себя, чтобы, не дай бог, не произошло каких-то инцидентов, и она не подняла резко голову, когда ей будет звонить телефон. Теперь я работаю с губами.
Здесь тоже есть нюансы, так же, как и в работе с дальней бровью, да, чтобы вот здесь вот не было пятен, и чтобы хоть что-то оставалось, очень важно повернуть голову клиента на себя, сделать, еще раз говорю, видимым пространство, на котором я буду работать, оттянуть себе угол наклона так, чтобы ваша кисть и ваша машинка встала под углом 90 градусов на зоне, на которой вы будете работать. Это очень важно. Если вы это не сделаете или сделаете неправильный уклон, у вас в углах рта будут либо недокрас тотальный и отсутствие фиксации контура, либо пятно. Это очень важно учитывать, поэтому еще больше обучающих классов вы можете смотреть на наших онлайн-курсах. Когда мы работаем на центральной части, зафиксировали край губы, тихонечко, аккуратненько меняем угол положения лица клиента и переходим на наивысшую границу. Здесь либо выворачивать и вставать под углом 90 градусов, либо держать машинку вот таким вот образом, да, с фиксацией, но это очень неудобно. Задача все-таки встать максимально на наивысшую границу и перевести идеально контурную линию, иначе она уедет. И я все время тоже меняю положение кисти руки, фиксирую. И когда я дохожу до угла рта, я делаю обратно поступательные движения в две стороны. Когда перехожу на дальний угол верхней губы, я пересаживаюсь. Вот. Потому что у меня спинка верхней губы смотрит в другом направлении. Если я попытаюсь таким вот образом вести, мне очень неудобно контурить, и я однозначно засажу, она ровная не получится. Это большая ошибка мастеров, которые пытаются без изменения положения тела вывести идеальную контурную линию. Я очень люблю сидеть с раздвинутыми ногами. Это очень важно, чтобы весь упор моего тела, да, вся эта гравитация падала на ровный таз, так, чтобы не было перекосов. Это очень важно, первое, для женского здоровья, потому что если у вас скос будет только на одну сторону, однозначно кровообращение будет нарушено в тазу, что приведет в дальнейшем к большому количеству заболеваний, связанных с женской половой системой. При всем при этом вы должны быть расслаблены, у вас осанка должна быть ровная. Вы можете отъезжать немножко, если контурите. Расслабляйте, не все время вот в таком положении. Стул можно отодвинуть и красиво присесть таким образом, чтобы появился анатомический прогиб. Сели, зафиксировали контурную линию, до наивысшей точки дошли, опять переехали, зафиксировали наивысшую границу, я сейчас покажу обязательно, каким образом это будет делаться, уже на эскизе. Сделали, дошли до самой нижней точки, перешли, отработали, дошли до наивысшей границы, и уже когда, вот смотрите, тут я меняю положение головы клиента, чуть-чуть уже от себя ее отвернула, поставила и прошлась по спинке, которая относится ближе ко мне. Угол рта верхней губы тоже делаем выталкивающие, аккуратные, мелкие движения. И получаем идеальную контурную линию. Расскажу про кушетку и про положение другое. Так как у меня было очень много опыта в работе с мастерами. И некоторые сидят, не меняя положение, вот в таком положении, когда голова клиента приспущена дальше, и у меня появляется рабочая поверхность для упора локтя. И тут, и там у меня есть упор, и вот я работаю таким же образом, я фиксируюсь. Я обращаю ваше внимание, и то положение, и другое считаю за абсолютно верным. Важно, чтобы вам было удобно. У нас в работе вот такие вот кушетки. Это Ахман кресла, наши спонсоры, которые поставляют нам оборудование. Черное. Смотрите, с какой красивой пленкой. Обязательно, конечно, чехлы наносятся перед моментом съемки и создания красивого кадра. Она блестит, бликует, красиво все получается. Внизу прикрепим обязательно ссылку на магазин. Есть такой определенный лайфхак. Там, где должны быть ноги, у меня лежит голова. Это создает мне большое, вот такое вот широкое пространство для того, чтобы я поставила сюда вот в процессе работы капсы, не постоянно тянулась, а работа с капсами осуществляется непосредственно здесь. Раньше ставили на грудь клиенту, да, но это один щелчок, и пигменты улетели, это не очень удобно. Если мы делаем обычную процедуру, то изголовье кладем клиента обычно и как бы не паримся. Если длительная процедура, у меня стоит вот так вот колпачки, я, собственно, работаю, и все у меня замечательно. Я могу поднять изголовье, сделать себе удобной работы. Важно просто помнить о том, что когда у нас два локтя фиксированных, я могу чуть-чуть отъехать для того, чтобы мне было более удобно и более видимое было пространство. И сейчас я покажу вам два примера, да, когда правша пересаживается на другую сторону, и как работает левша, и как ставить руку ей, и как фиксировать. Давайте начнем с правши, которая пересаживается на дальнюю бровь. Очень важно также сдвинуть голову клиента чуть дальше, фиксировать
свой локоток. Вот прям очень хорошо они подвигают ее и вот таким вот образом работают. Все в зеркальном отображении, только на противоположную сторону. Та сторона их уже не интересует, и они двигаются на бровях, на глазах тоже так же выворачивают иглу, двигаются и отрабатывают ее. Если работают с губами, те, кто использует такое вот вращение вокруг оси, вокруг головы клиента, пожалуйста, напишите комментарий, как вы работаете, тоже очень интересно, потому что я могу повернуть голову клиенту, да, чуть-чуть, и отработать также, если я сижу вот на этой стороне. Здесь то же самое работает. Зафиксировали, перешли, также зафиксировали, перешли, еще раз пододвинулись, перешли и спустились вниз к комиссуре, также перешли. Здесь осуществляется процесс перевода эскиза таким же путем. Но здесь придется голову, конечно, поворачивать. Я не замечала, что пересаживаются в работе на губы. Чаще это связано с бровями и, возможно, с глазами. И вот здесь вот то же самое. Отрабатываем, только клиент лежит практически неподвижно. Но максимум, что можно сделать с клиентом, это покрутить голову на 10 градусов в ту или в другую сторону. Они не гнутся, не наклоняются, все очень аккуратно и ровненько. С левшой немножко отдельная история. Очень классный лайфхак – это работать в 4 руки с мастером, один правша, другой левша. Главное, чтобы у них был подчерк одинаковый. Это ускоряет процесс работы очень быстро, особенно если они работают на бровях. Это касаемо только бровей. Итак, левша. У нее всегда фиксированная рука. Они могут немножечко перекладывать кисть руки, предплечье и локоток на самого клиента, и они делают такие же штрихи. Она поворачивает голову и начинает штриховать. У них тоже фиксация на маленький пальчик, и она начинает движение. Раз, два, три. Немножечко могу двигаться, раскрашивать, растушевывать. Все тоже так же. Когда перехожу сюда, также меняю угол наклона и продолжаю штриховку. Перехожу на хвост брови и тоже меняю положение тела. С глазами все то же самое. Здесь как будто бы даже удобнее, да, потому что рука стоит в отношении имплантируемой поверхности вот таким вот образом, и вот оно. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь очень даже удобно получается левой рукой. И вот также мы держим угол наклона и поехали, извернули угол наклона. Картридж смотрит вверх к волосистой части головы, и мы заходим, также меняя угол наклона, переходя к углу глаза и прокрашиваем всю эту зону. Дальше переходим на слизистую следующего глазика и имплантируем пигмент. Здесь вот как раз таки, когда левая рука, не очень удобно держать вот таким вот образом машинку, поэтому здесь мы двигаемся уже, когда иголка смотрит на направление к слизистой, и отрабатываем эту зону, перенося весь пигмент на всю поверхность, которая должна быть имплантирована цветом. И с губами тоже такая же история. Фиксируем сначала верхнюю губу, также меняем положение на бантике, перешли, также зафиксировали, сокращает расстояние между кожей и машинкой и фиксирует аккуратно. Когда переходит к нижней губе, поворачиваем голову клиента и тоже такой же делаем упор на небольшой маленький мизинчик на наш и мелкими аккуратными движениями переходим. Вся правая рука может помогать мне в вывороте той зоны, на которой мы работаем. И я перехожу и спускаю угол наклона, убираю свой локоток с клиента, переношу его и закрываю всю поверхность до комиссуры. Такие простые движения, в принципе, но очень важно настроить руку так, чтобы вам было удобно фиксировать, проходить маленькие участки и большие участки и больше тренировать кисть руки. Самое главное в постановке руки – это ваше удобное положение. Каждый участок, на котором вы работаете, видеть глазами, ну и, конечно же, соблюдать угол наклона 90 градусов, чтобы у вас получались просто шедевральные работы. Ну а с вами была я, Алена Пестова. Смотрите мои видео, которые будут выходить снова и снова. Подписывайтесь на мой канал. Была рада рассказать вам эту самую простую, но часто запрашиваемую тему.